В этом видео я буду давать советы себе 20-летнему. На дворе был 2006 год, доллар по 26 рублей, ВКонтакте, Одноклассники только появились, а весь остальной интернет выглядел примерно так. То есть очень-очень странно. А я вышел на экватор своего обучения в универе, это был примерно 3-й курс. Я тогда уже пытался брать заказы на фриланс, но крупные бренды мне не попадались. Я очень завидовал своему одногруппнику, которому удалось поработать на Lipton. Тогда я был начинающим дизайнером и весьма слабо представлял, что же на самом деле они делают. Я, как и многие, думал, что главное в дизайне это визуальная составляющая, яркие картинки и какие-то интересные ходы, то есть оригинальность. Каждый день я смотрел списки лучших сайтов, вроде Awards, и пытался придумать что-то интересное. Сейчас я понимаю, что оригинальность вашего дизайна, особенно когда вы только начинаете, ставит на вас крест. Как на дизайнере. Это все, это конец профессии. Надо очень четко для себя это понимать. Объясняю. Тогда в 2006 до запуска Aviasales оставался еще целый год. А большинство заказчиков не понимало практической пользы от создания сайтов, а точнее то, что бизнес можно делать прямо в интернете. Большинство компаний проектировало красивый сайт для галочки. Типа у всех есть, и мы закажем. Но на таком сайте нельзя было ничего сделать. Купить товар, оформить услугу, посчитать цену, узнать, где ваша посылка – ничего нельзя было. На странице сайта было описание услуги, которую предоставляет компания, и заканчивалась она контактной информацией, телефоном и адресом офиса, куда пользователю нужно было обратиться. И я не просто так вспомнил Aviasales. Эта компания первой предложила что-то сделать прямо на сайте. В ее случае купить билет прямо из дома. Сейчас в это сложно поверить, но раньше за билетами на самолет надо было ехать в аэропорт или в контору с посредниками. Остальные компании не ожидали прибыли от своих сайтов, и единственное, чем им оставалось мериться, это красотой и оригинальностью страничек. В ущерб всему. А давайте нарисуем фотку в круге, или меню в круге, посередине страницы, или меню в треугольнике. Ну, почему нет? Сейчас уже точно можно сказать, что от клиентов, которые просят сделать оригинально, креативно, очень красиво, надо бежать. Все эти слова означают, что ваш клиент не знает точно, как будет извлекать прибыль из своего сайта. А значит, и на дизайнера у него денег не очень много. И для таких клиентов на рынке есть супер предложение – эксклюзивный дизайн сайта за $10. Когда, скажем так, вебмастер, у меня даже язык не поворачивается назвать его дизайнером, поставит в пару кликов WordPress, а поверх накатит ворованную тему дизайна с парой правок. И клиентам это нравится, они уже привыкают к цене в $10 за эксклюзив. Я бы в это не поверил, если бы сам такое не видел. Еще хуже, когда в самом начале, на этапе обучения, вы пытаетесь придумывать что-то свое, заново изобрести велосипед. Дело в том, что пользователи приходят на ваш сайт, чтобы решать свои проблемы, а не удивляться вашему креативу. Эти пользователи уже видели сотни сайтов и привыкли к определенной структуре страницы, к расположению и внешнему виду элементов. Более того, когда пользователь узнает что-то, что раньше видел и знает, как это работает, он испытывает удовольствие. На данный момент уже сложились определенные представления о том, как должны выглядеть кнопки, вкладки, как выглядят формы регистрации и так далее. Например, круглая кнопка поставит пользователя в тупик, он может просто ее не заметить. А вкладки не должны быть похожи на несколько стоящих рядом кнопок. Когда начинающий дизайнер делает свои первые макеты, он забывает об этих простых вещах. Решается эта проблема очень просто. Первые работы надо максимально копировать и использовать общедоступные библиотеки элементов. И уже вместе с опытом дизайнер начинает понимать, где можно сделать что-то поинтереснее. Но есть один нюанс. Не стоит копировать с Behance. Любой человек может абсолютно бесплатно загрузить туда что угодно. А другие люди его пролайкают и напишут хвалебные комментарии, чтобы их тоже заметили. Я вам рекомендую изучать Dribbble. Там могут быть чрезмерно вычурные, как мы говорим, вылизанные работы, но откровенной лажи там гораздо меньше. Один из вариантов попасть на стажировку – это удачно пройти курсы.
И когда меня спрашивают, зачем там учиться, ведь дизайн можно освоить и самому, я согласен. Но курсы в известной школе – это один из способов познакомиться с будущими работодателями. Лучших студентов разбирают сразу, прямо на дипломе, а лучший способ выбрать подходящие курсы – сравнить их в агрегаторе, где честно указаны финальные цены, а не какие-то непонятные рассрочки. Ссылка на сайт-агрегатор, который использую я, будет в описании. Дальше. 20 лет я был уверен, что моя жизнь сложится сама собой. Вот я окончил школу, потом я окончу универ, и у меня будет работа. Откуда она появится, я не думал. Я просто был уверен, что так будет. Ну, возможно, в универе мне помогут с практикой и с трудоустройством. Обещали же. Но так это не работает. При капитализме на вас всем плевать. Да на все плевать, кроме прибыли. Если вы можете помочь чем-то, оказать какую-то услугу, решить проблему заказчика, вас возьмут. Если же нет, ну что поделать. Универ не отправил меня на практику. Все это оказалось рекламными обещаниями, не закрепленными в договоре. Оценочки за практику ставили просто так. А позже оказалось, что для большинства профессий официальное высшее образование не нужно. Например, среди топовых дизайнеров 90% без профильного художественного образования. А есть еще менеджеры, которые управляют проектами и дизайнерами. Там вообще сосовая ситуация. Как будто бы набирают просто случайных людей. Я рассказывал об этом в своем прошлом видео про Skillbox, но вы мне не поверили. Но это правда. Для нас, дизайнеров, это и огромная проблема, и возможность дохода одновременно. Сложно работать с менеджером крупной компании, для которого это первый проект и он ничего не понимает. С другой стороны, дольше делаем проект, больше зарабатываем. Но что-то я отвлекся. Мой совет самому себе 20-летнему – не ждать с моря погоды, а начинать ходить по собеседованиям, и чем раньше, тем лучше. Даже если вас не возьмут, вы поймете, каких практических знаний вам не хватает, и узнаете уровень зарплат на рынке. Потапенко говорил, что кто не начал работать со второго курса, его место в коробке из-под холодильника. Это жестко, но сейчас я жалею, что я не начал работать в агентствах со второго курса. Дальше. Я родился в СССР и с детства слышал, что хороший товар в рекламе не нуждается, а много зарабатывает тот, кто много работает. Вот такой раньше был подход. Если кто-то просидел на работе с 10 утра до 10 вечера, тот молодец, хорошо поработал. Другими словами, как будто бы работа измеряется усталостью. Кто больше устал, тот и идет к финансовому успеху. Но эти утверждения в корне неверны. Реклама – двигатель торговли. Насколько бы не был хорош ваш товар или услуга, без рекламы о ней никто не узнает. А работать надо не по 12 часов, а головой. В работе не все зависит от вас. Постоянно случается так, что дизайнер поработал вечером, а на следующий день задание изменилось, и надо переделывать. Или клиент вас очень торопил, чтобы выслужиться перед начальством, а начальство захотело по-другому. Или я еще переформулирую. Чем быстрее работаешь, тем больше комментов успевает дать клиент. Поэтому много работать не равно много зарабатывать. К тому же бывают ситуации, когда вы поработали, оплату затягивают на несколько недель или даже месяцев. Поэтому с самого начала вы должны учиться управлять своим временем и отдыхать, изучать основы финансов и бухгалтерии, ну и вообще не забывать о своих целях. Опытный дизайнер, приходя в новое агентство, не ждет, когда на него поставят задачи, а сам ищет, что можно сделать интересного, чтобы добавить это в портфолио, и в следующем агентстве попросить еще больше денег. Следующий совет – делай, что просят, а что не просят, не делай. Вот его краткая формулировка. Когда вы получаете новую задачу, особенно если до вас ее кто-то уже делал, первое желание – все переделать правильно, с нуля, оптимизировать. С одной стороны, хороший дизайнер всегда старается найти логотипы в векторе, найти хорошие большие фотки в двойном разрешении и загнать все в компоненты. Но ваш менеджер будет не рад, если вы вместо того, чтобы работать по задаче, будете вносить улучшения, особенно если сроки горят. Поэтому очень важно найти баланс между тем, что от вас ждут, и тем, что вы считаете правильным сделать. Конечно, у меня были примеры в агентствах, когда кто-то из арт-директоров самозабвенно отрезал шерсть от белого фона, дорисовывая ворсинки, и бесконечно вылизывал какую-то иллюстрацию. Но это исключение. Это особо ценные сотрудники, которые за час нужной заказчикам работы принесут прибыли больше, чем другие дизайнеры за неделю.
Поэтому очень важно понимать потребности вашего клиента, особенно если вы на фрилансе. Ваше время – это его деньги, и не факт, что клиент будет готов платить за дополнительную работу. И отсюда сразу следующий совет. Не будьте перфекционистами. Вытру эту пылинку, подровняю шерсть на коте, постригу лужайку в аквариуме, не обойду вниманием книжную полку. Да, в общем-то, заняться действительно есть чем. Мой внутренний перфекционист ликовал. Обычно эту фразу «я перфекционист» произносят с гордостью, но в этом мире нет ничего идеального. Насколько хорошо бы вы ни продумали, допустим, адаптивы, найдется пользователь с супер маленьким или нестандартным экраном. Вообще, открывая новый пустой файл в Figma, кажется, ну что может пойти не так? Я же создатель дизайна. Как нарисую, так и будет. Но на это накладываются ограничения в верстке, а сверху пожелания клиента, который не хочет мириться с этими ограничениями. Ну, например, клиент хочет разместить текст в произвольном месте, а в конструкторе нет такой возможности, и приходится этот текст делать фоновой картинкой. Это очень неправильно. Текст может обрезаться на разных экранах или стать слишком мелким и нечитаемым, но приходится на это идти, засунув свой перфекционизм куда подальше. Поэтому мой совет – надо научиться жить с этим неидеальным дизайном и работать с тем, что вы можете менять, а что не можете отпускать. Как-то раз наши подрядчики сделали очень страшный старперский дизайн для крупной компании. Я это увидел только на этапе верстки и стал написывать директору. Он нехотя согласился на встречу и пришел на нее вот с такой стопочкой бумаг, которую он параллельно подписывал. И я понял, что эта проблема с дизайном, она, мягко говоря, сейчас не главная. Ну и в конце не забывайте про эффект Даннинга-Крюгера. Если в двух словах, то когда вы начинаете делать что-то новое, например, в первый раз проектируете банковский сайт, очень быстро начинает казаться, что вы уже эксперт в этой теме и разобрались во всех тонкостях, хотя на самом деле вы узнали только малую часть. Далее, немного разобравшись, вы понимаете, насколько сложна эта тема, и ваша уверенность пробивает дно. Через годы, когда вы уже знаете эту тему вдоль и поперек, уверенность возвращается, и вы можете трезво оценивать свои силы. Момент самоуверенности в самом начале называется пик глупости. Это то время, когда лучше не высказывать свое мнение и оценки по поводу новой задачи. Дальше вы переходите в долину отчаяния. Это самый болезненный момент, когда вы понимаете, что все вокруг вас разбираются в этом лучше вас. Ну и в конце вы выходите на плато стабильности. Когда эти задачи вам кажутся привычными и знакомыми, вы начинаете видеть, насколько самоуверенно ведут себя новички в этой области. Так вот, в 20 лет я хотел бы знать, что переход в долину отчаяния, когда учишься делать что-то новое, может быть испытанием, и надо быть к этому готовым. Спасибо, что посмотрели это видео до конца, подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!